Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Момент, когда вы, возможно, не заметили взаимодействия Чангука и Тэхёна в ране. Тэхён не мог отвести глаз от своего мужчины, а за шторкой этот мужчина схватил и прижал его к себе. Девятое место. Когда хочешь дарить поцелуй, всегда найдешь, как это сделать. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Менеджер, друг или возлюбленный». Что происходит? Феномен нового спутника Тэхёна, от татуировок до статуса эмоциональной поддержки. Чангук против. Полный обзор ситуации. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? То, как Чангук поет, я заставляю его никогда даже не думать об измене, и в этот момент рядом был Тэхён. Это выбивает почву из-под ног. Иногда одна строка, одно слово, один взгляд, и ты понимаешь, почему их связь ощущается такой настоящей. Почему сердце слышит больше, чем просто текст песни. Седьмое место. Вспомним слова Тэхёна. «Мне нужно обнимать что-то, когда я сплю. Участникам это не нравится, но Чангук — единственный, кто обнимает меня в ответ». Шестое место. Поведение пары. Знаете, мы как-то слишком мало говорим об этом сокровище, которое нам подарили только через 4 года. Один из языков любви у Тэйкук – это прикосновение.
5 место. То, как Чангук реагирует на Тэхёна. Четвертое место. Забота. Драгоценный момент. Не тяжело держать любимого человека 1,5 минуты, тяжело к нему не притрагиваться. Тяжело стоять рядом, когда он совсем близко, ощущая родной запах, чувствуя тепло, исходящее от идеального для тебя тела, но при этом не иметь возможности прикоснуться нежно, когда очень хочется. Несложно держать в руках того, кто держит в своих твое сердце. Третье место. Новости. Обновление Эль Кориа. Аромат, который Габриэль Шанель ощущала в историческом месте, где она прожила более 30 лет. В тот момент, когда он услышал отголоски Габриэль Шанель. Как же аппетитно он ест. Корейские СМИ сообщили, от организаторов до авторов сообщений и даже финансовых спонсоров никто не освобождается от юридической ответственности. Размещение на больших светодиодных экранах заявлений «они встречаются» и «они обманули фанатов» и с требованием покинуть группу с большой вероятностью будет расценено как публичное действие. Будучи главными инициаторами и организаторами всего этого процесса, им будет трудно избежать уголовной ответственности. Многие утверждают, что длительное молчание компании позволило распространиться клеветническим действиям и слухам. Есть грань между личным мнением и умышленным нападением, и многие юристы считают, что необходимы своевременные и решительные действия для предотвращения более серьезных последствий для репутации, психического здоровья и безопасности артиста. Кажется, активно уже вся Корея, включая СМИ, юристов, других агентств, кроме Hype. Сразу видно тигриная натура, обожает плескаться в воде. Участники удивили фанатов свежими групповыми фото. Участники опубликовали редкие совместные снимки, сделанные на репетиции перед своим возвращением. Неожиданные фотографии, в том числе от обычно сдержанных на публику участников, вызвали бурю восторга у поклонников. Запланированного на весну 2026 года, который включит выпуск альбома и мировой тур. Две половинки одного целого.
Официальный аккаунт Rolling Stone India в Твиттере опубликовали видео с выставки Golden The Moments в преддверии долгожданного дебюта выставки Чангука Golden The Moments. Издание Rolling Stone India получило эксклюзивный предварительный доступ. От интерактивных станций для прослушивания до коллекции наград участника группы. Экспозиция дала фанатам и посетителям возможность по-настоящему близко и лично прикоснуться к миру Золотого Макне. Перед просмотром видео переведите ваши мимиметры в ручной режим. Тэхён разрушает стереотипы и уже делал это в нескольких шоу группы. Он играет и вызывает зрителей всегда веселый и запоминающийся момент. Во время нескольких туров, таких как Love Yourself, Speak Yourself, а затем в Permission to Dance on Stage, Тэхён спросил: «Где мужчины? Хочу услышать от ребят». И мужской зритель начал кричать, а остальные зрители начали выкрикивать и поддерживать аплодисментами. Он сделал это с такой естественной харизмой, немного дразнил, немного гордый, показывал, что мужчины тоже часть фанатов. Жест Тэхёна всегда рассматривался как форма инклюзивности, разрушающей стереотипы людей. У Тэхёна мощное влияние на людей своей харизмой и способами донести до них то, чтобы смотреть не только прямо, а еще и по сторонам. Многие фанаты мужчины говорят, что они чувствовали себя узнаваемым и счастливыми в эти моменты, которые им подарил Тэхён. Обладатель самой красивой улыбки. Рейтинг репутации брендов бойс-бендов 2025 года. Доминирующее возвращение BTS после демобилизации. Когда бойс-бенд занимает первое место в чарте, это означает, что группа привлекла наибольшее внимание общественности и вызвала наибольший отклик в течение этого месяца. Это не только свидетельствует о сильном и активном фандоме, но и демонстрирует широкую представленность группы на новостных платформах и в социальных сетях за указанный период. Таким образом, рейтинг служит значимым количественным показателем влияния айдол-группы в интернете. В этом анализе они показали высокие, сбалансированные результаты по всем категориям, включая индекс участия, медиа-индекс, коммуникационный индекс и индекс сообщества, сохранив свои лидирующие позиции. В частности, анализ ключевых слов показал высокую частоту встречаемости фраз «полная группа», «порознь, но вместе». Это отражает сильное ожидание и интерес фанатов к деятельности группы в полном составе после прохождения участниками военной службы. В анализе ссылок наиболее часто встречающимися терминами были «ждать», «пожертвовать» и «установить рекорды». Позитивный рейтинг группы превысил 90%, что еще раз демонстрирует мощное влияние их фандома. Ку Чан Хван, директор Корейского института исследований корпоративной репутации, прокомментировал: хотя бренд BT равно S показал небольшое снижение по сравнению с предыдущим месяцем, он по-прежнему сохраняет подавляющее первое место. Непоколебимый интерес фанатов к полному воссоединению группы явно отражен в данных. Моменты с подглядывающим Чангуком.
Такой маленький Тэхён в таком большом мире. Иногда он очень рандомный. Стадион Аль-Байт снова наполнен звуками Dreamers. На арабском кубке FIFA песня Чангук Dreamers звучит в том же месте, где он вошел в историю на чемпионате мира по футболу 2022 года. То, что Катар выбирает Dreamers каждый раз, когда проводит крупные мероприятия, не является совпадением. Это любовь, уважение и признание. Песня стала частью их глобальных празднований, символом единства, страсти и мечтаний без границ. Просто Тэхён и его множество хаотичных личностей. Приглашение Чангука остановиться в номере Коко Шанель, историческом, эксклюзивном пространстве в парижском отеле Риц, где сама Коко Шанель прожила более 30 лет, показывает, насколько он ценен для бренда. Лишь немногие из самых влиятельных фигур в индустрии получают приглашение туда. Шанель поселилась в Риц в 1954 году для работы над коллекциями, переходя ежедневно из своего ателье напротив. Ранее она снимала комнаты с 1920-х. Интерьер включает личные акценты, львиные мотивы, ее символ – колосья пшеницы на столе Гуссенс и китайские лаки, собранные ею с любовником Бой Кейпл. В своих коллекциях одежды Шанель делала отсылки в тканях, рисунках к тем архитектурным элементам, которые были видны именно из этого номера отеля. Вот как выглядит человек, который находится на своем месте среди звезд первой величины мира. Креативные прически Чангука. Категория «Дива», и Чангук ее забирает.
Психолог Химадри Сингх опубликовал короткий видеоролик о Тэхёне и его бабушке и дедушке, которые его воспитали. Знаете ли вы, что Тэхён не воспитывался родителями? Его настоящая история начинается с двух людей, которые сформировали всю его жизнь. Тэхён родился в маленькой деревне в Тэгу. Но когда он был совсем маленьким, его родителям пришлось уехать на заработки, далеко от дома, далеко от него. И вот тогда на помощь пришли два безмолвных героя, его бабушка и дедушка. Они не были ни богаты, ни знамениты. Но они дали ему то, что нельзя купить за деньги – чистую любовь, поддержку и безопасное детство. Тэхён много раз говорил, что все, кем он является сегодня, его характер, его доброта, даже его мечта стать артистом – все это благодаря теплу его бабушки и дедушки. Но вот что разбивает всем сердце. Тэхён дебютировал в группе всего через несколько месяцев после смерти своей бабушки. Она так и не увидела того Тэхёна, которого сегодня любит весь мир, но он несет ее любовь на каждом выступлении. Витаминка счастья. У Чангука и Тэхёна больше всех компроматов на то, что они пара, чем у любых других айдолов в кей-поп. Фотографии от СМИ, с закрытых отелей, ресторанов, мероприятий, ужинов, парные аксессуары, одежда. Отдыхи вместе в Гавайях, Окинаве, Намсане, горнолыжных курортах. Совместные походы в мюзикл, театры, боулинги. Одинаковый вкус в музыке, фильмах, и это всего лишь малая часть из того, что мы с вами видим. Тот факт, что Тэйкук делили свою одежду и вещи, либо же носили парные еще со времен трени и вплоть до соло-эры. Но почему то люди стали предпочитать быть слепыми или притворяться ими? Никто, по моему мнению, не обойдет Тэйкук в том, что они реальнее всех остальных шипов в индустрии, которые существуют. Вспомним даже тот легендарный концерт Гарри Стайлса в ноябре. Фраза «Гарри, сказал, свобода твоя, делай с ней все, что хочешь» буквально отражает Тэйкук. Они были близки всегда, это факт, однако все изменилось и стало гораздо насыщеннее после концерта. Хочется просто напомнить о том, как эти двое вели себя тогда, держались рядом, пели вместе, обнимались. Они были в своем мирке, который был настолько уютным, что им не нужен был никто другой. 29 октября выходит кавер Гука на песню «Falling». А 20 ноября – один из самых запоминающихся дней в фандоме. Гарри возносит флаг ЛГБТ и бежит по сцене, в это время взгляды Вигу направлены друг на друга. Армия, которые были там, писали, что Тэйкук держались за руки, но многие это отрицали. Пока не пришел Хосок и выложил видео. Самое главное – это свобода, которой с нами поделились. Они не стали бояться общественного мнения, а просто наслаждались друг другом. Что вам всем нужно сейчас, это Чангук, занимающийся уходом за собой и за своим малышом Бамом. Два года назад Чангук вышел в прямой эфир на Вевос и рассказал о Баме. Чангук рассказывает о том, как взял Бама к себе домой, и о том, как Бам был единственным, кто не хотел есть молоко своей матери, поэтому он решил взять Бама и разозлился на хозяина, который кормил его собачьей едой, когда он был маленьким, хотя это было запрещено, поэтому он забрал Бама домой, а позже, когда Бам подрос, он наконец нашел приют, где ему хорошо.
Он будет заботиться об Аме до конца, наилучшим для него способом. Там был щенок, который сидел в углу, и он не получал молока от своей матери, и я сказал, я возьму его. По дороге его укачало, и в машине его вырвало. Во время дрессировки собаки все было замечательно. Но он заболел, он был очень чувствителен к различным микробам и прочим вещам. Как же приятно на них смотреть. На одной передаче про жизнь, благополучие и ценности провели интервью у бывшего американского дипломата Кертиса Чина. Он сказал, люди спрашивают, у кого ты учился. Есть одна цитата, которая мне очень нравится. Она принадлежит певцу Киму Тэхёну «Не попадай в ловушку чужой мечты». И я часто цитирую ее. Суть в том, что у тебя есть свои собственные мечты. Не просто мечта твоих родителей или мечта супруга. У тебя есть своя мечта. Тэхён образец не только для артистов, но и для выдающихся людей. Ну что за милота такая обнимательная? Дневник Чангука. Я пришел с танцев. Скоро праздник. Хочу увидеться с мамой. Скучаю по ней. Когда впервые приехал в Сеул, было страшно. После пары месяцев в общаге сильно скучал по маме. Помимо безграничного таланта во всем, мы полюбили его за честность и искренность, за то, как он заботится обо всех вокруг себя, за его любовь и благодарность родителям. Он всегда готов поделиться с нами и пообщаться. Сколько времени он проводил с нами, сколько онлайн-концертов для нас устраивал, даже долгими ночами. Сегодня все начинают загадывать желания на следующий год, так вот мы будем счастливы видеть его чаще и желательно со своими новыми проектами. Второе место. Это так интимно. Включение режима Double Bunny. Всегда и везде, и только они рядом, и друг для друга. Первое место. Только Тэхён и Чангук могут себе позволить такие приватные, но не секретные прикосновения. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,